Доброго времени. Это 10-й выпуск на старт передачи, посвященной старым, редким и забытым играм. Выход этой игры состоялся в 2004 году. Но имеет ли это значение, если время – явление абстрактное? Тунгусский метеорит. Мне нужно было выйти из дома, но дверь кто-то запер, снаружи причем, и я решил пройти через окно. По пути в другую комнату я понял, что зеркало на стене — это не зеркало, а либо портал в другой мир, либо в другое время. Может, это сон? Так подумал я, пока меня не привел в себя этот звук снаружи. Окна и даже запертую дверь выбило волной. И да, там меня поджидала неведомая хренотень, и она желала мне плохого. Но я был подготовлен к такому повороту и запасся всем необходимым для этого. А что, если никуда не идти, а вернуться домой? И никаких приключений. Пожалуй, да, так и сделаю. Дома хорошо, дома безопаснее. Не помню как, но возможно от удара меня выбросило за забор. Только вот туда идти было рано, потому что реальность за его пределами еще не была для меня подготовлена. Возможно, взрыв метеорита также негативно отразился на крысах, что они стали агрессивными. И не только не боялись меня, но и больно кусались. Уничтожив этого гуманоида, я собрался подойти к нему, но он исчез. Возможно, его забрали обратно. Никогда не умел правильно разбивать ящики. Их осколки всегда прилетали в лоб. Как оказалось, меня поджидало уже несколько забавных гуманоидов и страшных человеков. Но что я действительно не ожидал, это исчезновение и появление Луны. Я понял, что моя старая мечта уже вот-вот сбудется, потому что она упала с неба. Жаль, но не ко мне, а на крышу соседа. Считаете это справедливо? Я считаю, что нет. Поэтому я думал, как можно ее оттуда достать. Пусть я и умею прыгать высоко, но перепрыгивать через забор меня не учили. Эти разряды между двумя одиночными высоковольтными столбами, стоящими рядом, очень опасны. Прохождение между ними было плохой идеей, поэтому я решил просто обойти. Но впереди ожидал новый сюрприз. Крупный жук с щупальцами. Справиться с ним было легко, хоть он и не один был. Я почти добрался до Луны, но я же не скалолаз, а лестницу сосед спрятал. Так что мы расстались. Проблемы с жуками вроде бы закончились, но появились новые, на этот раз с шарами. Летающими шарами. Сдаваться это было не по-нашему. А разве так бывало? Побив еще несколько насекомых, я не знал, куда идти и направился назад. А дверь к тому времени замуровали. Меня точно здесь поджидал кто-то. Этот страшный скрежет был нехорошим предвестником. Я увидел странную дверь. Странную на все шарниры. Ведь она вела себя как сумасшедшая. Она открывалась сама.
То есть открывалась. Понимаете? То есть только открывалась. Снизу ко мне направлялся опасный мужик с кувалдой, возможно, охранявший канализацию. Заметил, что глючила не только дверь, но и меня. Спасибо тем растениям. Я отправился дальше по канализации. Но там было не лучше, чем снаружи. Эти с кувалдами что-то охраняли здесь, а я всегда был любопытным и хотел выяснить, что там. К счастью, я не скучал, ведь меня сопровождали с ритмичной клубной музыкой в стиле 90-х. Даже захотелось потанцевать. А эти здешние обитатели, кажется, здесь года с 96-го, судя по их виду. Куда ты целишься? Это подземелье также было населено собаками в виде крыс. Вы не ослышались. В какой-то момент меня встретили человекоподобные существа с фиолетовой кожей, и они решили испытать приемы рукопашного боя, но всем троим пришлось отдыхать, потому что тренировались они по самоучителю Ушу, желтой книги 92-го года. Спорим, такой детализации вы еще не встречали. Не помню как, но я превратился в великана ненадолго. На выходе меня встречало это. Изгинаться в муках ему долго не пришлось, и я не мог не помочь. Впереди было несколько копателей, и там было что-то, чем они не хотели делиться. И хотели меня прогнать. Я ничего ценного здесь не вижу. Крысы-собаки становились все крупнее, и идти дальше стало страшнее. Я нашел там лифт. Поднялся наверх, а там ничего не изменилось. Оказалось, здесь перекрыты все пути, а этот лифт выводил к кладбищу. И, конечно же, двигаться предстояло через него. Отправив обратно восставших, я увидел путь в какую-то гробницу. Отлично, этого еще не хватало. Откуда ни возьмись, появились эти куклы. Что им нужно было от меня? Я вошел в красивую комнату с потрясающей цветомузыкой. К сожалению, комнату заполонили люди в синих формах. Понимаете, как хотите. Я снова встретил нечто, уже висящее под потолком. Затем выполз к фиолетовым скелетам на паучьих лапках. Конец ли этой истории? Конечно же нет. Впереди было еще много всего интересного, но пусть это останется интригой. А я пойду. Время хотя абстрактно,
Но оно не стоит на месте. Неважно. А лестницу сосед спрятал. Так что посмотрел я на Луну, Луна посмотрела на меня. После этого мы расстались. Что я несу? Перезагрузился телефон. Как вовремя. Заново. 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 Ну, гравитация у оружия особенная. В смысле, ее нет вообще. Затем выполз к фиолетовым скелетам на паучьих лапках, за которыми было много искорок. Нет-нет, других. Я увидел путь в какую-то гробницу? Отлично, этого еще не хватало. Я бы туда не пошел. Эти с кувалдами что-то охраняли здесь, а я всегда был любопытным. Ага, кого я обманываю?